Привет! Когда мы говорим Apple, мы подразумеваем экосистему. И начать собирать свою вы можете с любого устройства. С iPhone, iPad, Mac или даже с AirPods. Потому что все это очень круто работает по отдельности. Но вы же не остановитесь. И когда к своему первому iPhone вы докупите, скажем, AirPods, для вас откроется огромное количество фишек экосистемы, о которых мы поговорим в этом выпуске. Но перед тем, как мы начнем, я попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Эти простые действия очень помогут его продвижению. А начнем мы с вами с Mac. Он умеет делать фото только на фронтальную камеру. Конечно, не умеет сканировать документы и на нем не очень удобно рисовать. Но как раз вот все это очень удобно делать на iPhone. Поэтому клик правой кнопкой мыши в любом месте позволяет найти меню «Вставить с iPhone или iPad». В этом режиме вы быстро подключаетесь к вашему устройству, делаете, скажем, тут зарисовку, нажимаете «Готово» и она сразу же появляется на вашем компьютере. Так вы можете быстро сделать скан документа и не тратить время на то, чтобы его сохранить, а потом отправить с iPhone или iPad. Вы сразу добавляете его в нужное место, ну скажем, в вашем письме. А еще говоря экосистема, многие сразу подразумевают, как удобно переключаться во время работы между несколькими девайсами. И это одна из первых фишек экосистемы Apple. Называется это Handoff. Позволяет без настроек и дополнительных приложений начать работу на одном гаджете и продолжить уже на другом. Например, мы пишем заметку на iPad и хотим продолжить ее писать на iPhone. Для этого нужно просто взять iPhone, открыть меню приложений и тапнуть по иконке внизу экрана. У вас открывается приложение заметки и сюда мгновенно переносится весь текст, написанный на iPad. Также это работает и с сайтами, которые вы просматриваете. Но самое главное, что все это работает не только со стандартными приложениями, но и с Google Chrome, и с Word, и с Excel, и с PowerPoint, и еще с десятками приложений. А отдельно перенести текст или картинку между своими гаджетами вообще очень просто. Копировали, вставили. Конечно, все это работает только если на нескольких устройствах вы используете один Apple ID и вы подключены к одной сети Wi-Fi. И способов тут, кстати, великое множество. Можно по-простому через доп-меню скопировали, здесь открыли такое же, вставили. А можно жестом щипка, выглядит это уже как волшебство, потому что обратным жестом вы этот контент уже вставляете на другом гаджете. Но быстрее всего, конечно, простой комбинацией. Ctrl-C, ну а тут уже Ctrl-V. Когда я раньше видел, как люди работают одновременно на нескольких мониторах, мне казалось, это какие-то трейдеры, я даже не представляю себе таких задач. На самом деле они нас постоянно окружают, и экосистема позволяет вам расширить ваше рабочее место, если у вас есть, например, Mac и iPad. Главное, что тут тоже есть несколько режимов. Первый — это простой повтор экрана. На вашем iPad появляется все, что показано на экране Mac или iPhone. Или, допустим, экран iPhone можно открыть на Mac. Не знаю, может быть это и полезно, но интереснее расширение вашего экрана. Вот в этом режиме вы получаете дополнительное пространство, в которое можете перенести курсор или окно приложения целиком с вашего Mac и просто получить больше рабочего пространства. Причем расстановку экрана вы тоже можете менять. Допустим, я хочу, чтобы iPad был справа. Взяли, перенесли. Эта же фишка позволяет с Mac использовать Apple Pencil. Вы просто запускаете повтор экрана и с Mac переносите экран с фотошопом на ваш планшет. Здесь вы можете взаимодействовать с контентом с помощью Pencil, потому что iPad поддерживает Pencil, и по сути так ваш iPad превращается в полноценный графический планшет. В этом же режиме на iPad будет работать клавиатура и тачпад MacBook. А если у вас два компьютера, то я могу курсор отправить с MacBook на Mac Mini, взять на нем файл и перенести обратно на MacBook. Но вот это уже фишка универсальный контроль. Итак, у нас есть несколько файлов или, скажем, текст. Вы можете их выделить и перенести на ваш iPad или другой компьютер Mac, просто перетянув их туда. Причем все это работает так быстро, как будто все это происходит в рамках одного системного блока. Но это абсолютно разные устройства. Мы переходим в настройки дисплея. Тут нужно привязать клавиатуру и мышь к другим вашим гаджетам. Сделать это всего нужно один раз. И вот самое крутое, что для всего этого не нужны абсолютно никакие дополнительные настройки, которые нужно сделать перед использованием
использованием этой функции. Как только вы обновили ваше устройство или просто включили и настроили его, один раз разрешите универсальный контроль, и все, это работает постоянно. А это iPhone Mirroring, такой повтор экрана iPhone на вашем Mac. Позволяет полностью управлять вашим iPhone через компьютер. Тут вы можете перемещаться в любые приложения, залезать в любые папки, делать заметки или использовать приложения, которые не установлены или которых вообще не существует для компьютера. Да вы тут даже можете играть. Задержка у функции буквально минимальна. И даже если вы оставили iPhone в другой комнате, подключиться к нему вы сможете в один клик. И да, на первый взгляд это может показаться совершенно бесполезным, но мобильные интерфейсы же у нас гораздо удобнее для множества действий. Тут банально удобнее заказывать еду или такси. Это просто получается сделать быстрее. Ну а еще уведомления с iPhone могут прилетать на Mac, и вы можете отвечать на личные сообщения, не добавляя личные контакты или профили социальных сетей на ваш рабочий стол. А это удобно. А еще я постоянно теряю пульт от своей приставки Apple TV, но в пункте управления на iPhone у меня есть пульт Remote Control. Во-первых, с ним я могу легко найти свой физический пульт. Или просто использовать iPhone дальше вместо пульта для Apple TV. И, честно говоря, вот это даже удобнее, потому что вводить текст с iPhone гораздо проще. Но Remote Control — это еще и управление камерой вашего iPhone с ваших Apple Watch. И вот эта фишка, которая лично мне помогла начать вести блог на основную камеру iPhone. Потому что вы просто видите, что у вас происходит в кадре, и вам так проще привыкнуть к камере. Сейчас скажу банальную вещь, но на iPhone есть Face ID, и это самый удобный способ разблокировки устройства. Но вот на Mac или Apple Watch до сих пор нужно вводить код-пароль. И да, хотя на Mac существует Touch ID, можно его разблокировку ускорить. Открывая ваш MacBook, когда на вас надет Apple Watch, они автоматически будут разблокировать Mac. Чтобы активировать эту фишку, откройте настройки, раздел Touch ID и код-пароль. И вот тут разрешите вашим часам разблокировать Mac. Но каждое утро, надевая ваши Apple Watch, вам нужно будет на них вводить код-пароль. Больше не нужно. Берем iPhone и тут открываем приложение Watch. Переходим в настройки код-пароль и включаем разблокировку с iPhone. Теперь, когда вы утром надеваете часы, разблокируйте iPhone, и пароль на часах вводится автоматически. Вы думали, это все? Конечно же нет. Еще больше фишек экосистемы Apple в телеграм-канале Романцев768. Ссылочка в описании. Пользуйся!